KKR24 Technologies. Привет всем! На обзоре бренд ABF смотрим сразу технические параметры на упаковке изделия. Это питание на 220 вольт, номиналы температур, объемы потока воздуха и вес инструмента. Здесь можем наблюдать 6 разных модификаций, среди которых самая старшая модель, конкретно данный экземпляр на 2000 Вт, никуда не годится в том виде, как пришла посылка, шумит как ведро с железками. Это замечание отправил сразу производителю, чтобы было упаковано в следующий раз надлежащим образом. Руководство пользователя, к сожалению, только на китайском языке, хоть и нет технически сложного момента, но тем не менее многие пользователи все-таки в жизни привыкли сперва изучать руководство пользователя по эксплуатации перед использованием, и поэтому в любом случае внятное руководство пользователя на русском языке или хотя бы на английском языке просто необходимо. В комплектации еще и талон с датой производства, мощные насадки с разным сечением потока воздуха. Сделано все очень достойно, прочный металл плюс антикоррозийная обработка и вот такой нехороший переходник. Нет, это отлично, что продавец позаботился, приложил переходник. Это не дешевле, чем укомплектовать сразу нормальной вилкой. Но магазин это говорит, что уже сами догадались и делают уже для нашей страны сразу с нормальными вилками. А так, несмотря на такие минусы небольшие, этот строительный фен, он меня полностью устраивает, потому что качество изготовления, думаю, тут даже не нужно слов. Все настолько четко сделано, иногда даже думаешь, это же все-таки фен. Сборка идет на 7 винтах, вместо нестандартного провода, который пришел ко мне. Сейчас будем ставить нормальный европейский провод, который не будет дубить в холоде, и еще с длиной в 3 метра. Сразу будут переделывать. Не могу терпеть переходники никакие. И прибор на самом деле сделано все очень продуманно, ничего не болтается. Насадки также сидят очень плотно. В первом положении температура ограничена максимум до 350 градусов Цельсия. Во втором режиме более удобно организовано управление, хотя не понимаю китайский, но интуитивно можно догадаться, что есть предусмотрено несколько величины температуры, которые можно переключать. А в этом режиме уже температуру в конкретно данной модели можно выставлять до 650 градусов Цельсия.
Попробуем также прибор немного в термоусадке, хотя его предназначение более обширное, более серьезные работы, но тем не менее прибором я доволен, и для полного понимания измеряем соответствие температуры. Если еще остались какие-то вопросы, пишите комментарии, поддерживайте развитие канала лайком и обязательно подпишитесь. У нас будут много разных новых обзоров. Всем спасибо за просмотр.